Всем привет! Давайте узнаем, что вы сами себе пошлете, какое сообщение из будущего. То есть сообщение самому себе из будущего. Что у вас на сегодня происходит? Давайте посмотрим, для кого этот расклад подходит. Вообще, это общий расклад для всех знаков зодиака, для всех. Но каждый в этом раскладе найдет что-то свое. Итак, ситуация, которая вас, может быть, тревожит, либо беспокоит, либо наоборот все хорошо. Итак, сегодня что такое может происходить? Карта благодетельности, карта милосердия и щедрости. Ну, хорошая карта, очень перспективная. Ну, какая-то ситуация в вашей жизни, которая заставляет вас быть оптимистом. Либо вы находитесь в предвкушении, допустим, получения финансов, но это буквально вот такой вот рок изобилия здесь изображен. Либо что-то купили для себя очень интересное. И даже, возможно, прямо сейчас чем-то наслаждаетесь. Какими-то явствами и вкусными, можно сказать, продуктами. Далее у нас есть вот рай на земле, красивая жизнь. Ну, карты такие, конечно, говорящие у вас выходят. И далее благодарности. Такие вот есть благодарности от людей, кто-то вам благодарен. И вот такой вот буквально подарок получили в знак благодарности, возможно, на сегодня. Но если этого не происходит, то очень скоро это произойдет. Вот-вот. Карты шикарные у вас выходят. Может быть, у вас прямо сейчас хорошее настроение, либо вы действительно что-то предчувствуете, предвидите. И пока вы, может быть, просто хотите знать свое будущее, и вы держите планку, высокую планку того, что у вас все будет хорошо. Вот у вас как раз все будет хорошо. И вот далее карта ведьмы у нас здесь выходит. Вы чем-то ведаете, какой-то тайн знаете, либо с какой-то женщиной познакомились важной. Туз жезлов, у знакомства здесь идет письмо, какое-то известие очень хорошее. Буквально от ведьмы, от женщины, которая приносит в вашу жизнь только радость. И еще король у нас здесь. И даже, возможно, это пара. Но не исключено, что и встреча может состоялась, либо письмо получили, СМС получили. Какое-то одобрение здесь проходит. Одобрение ваших планов и одобрение всех ваших, может быть, ситуаций в жизни вообще. Что-то у вас сложилось, получилось, и вы находитесь сегодня, но буквально в какой-то радостной нотке. Так что все карты только положительные. Давайте еще одну карту заглянем. Вот она, карта новостей, карта ученого. Это карта признания, может быть, ваших заслуг, какие-то труды выполнили. Ну, не исключено, что кто-то выполнил действительно работу, сдал проект, сдал свои какие-то обязательства, то есть закрыл их, закончил с ними. Ну и как вариант, может быть, поступили учиться. Карты очень хорошие, так что на сегодня у вас ситуация достаточно перспективная. Если вы еще не получили, то знайте, что сообщение вы очень скоро получите о принятии вас куда-либо, ваши какие-то научные труды, познания и какая-либо умственная деятельность встречена будет на ура. Ну и просто ваши планы. Вам с кем-то можно поделиться, здесь вас понимают, здесь вас одобряют, и король жезлов, и ведьма. Люди знающие, люди с опытом вам здесь как-то могут поспособствовать. Ну а если вы на сегодня еще не знаете, что делать, вот нужно посоветоваться. Есть у вас такие? Если нет, можно обратиться к консультантам. И здесь вы можете даже сдать экзамены и получить поддержку ваших покровителей, может быть, педагогов, каких-то наставников. Вот какая-то пара есть людей, которые вам помогают. Да даже просто можно в это время посмотреть хороший фильм, и у вас сразу поднимется самооценка. Я тоже так могу. Красивая жизнь – это для меня. Нужно принимать ее. Я, конечно, знаю, что нужно жить посредством, но то, что меня окружает, меня радует. Вот такие даже, можно сказать, аффирмации можно говорить себе в этот момент, чтобы у вас поднималась самооценка. Рай на земле. Я знаю, что есть люди, кто меня любит. Я знаю, что я кому-то нужен, и мне кто-то нужен. И рай на земле буквально дословно. То место, в котором я нахожусь, оно-то, в принципе, и неплохое, и даже я рад, что я родился именно на этой земле, а не на какой-то другой. Ну и карта благодарности, нужно быть благодарным
за все ваши достоинства, за то, что вы родились таким человеком, а не другим, и что-то вы умеете лучше других. И, допустим, вы действительно таким человеком здесь выходите умным, который что-то, может быть, изобретает, пишет какие-то, может быть, инновационные труды, и в IT-технологиях разбирается хорошо, и с компьютером хорошо, и, может быть, даже какие-то гаджеты для себя приобрел. Вот эти все радости жизни у вас на сегодня либо есть, либо скоро будут. Итак, что же вы себе посоветуете из будущего? Вы сами себе. Что вы скажете себе в будущем? Каким вы станете? И уже можно сегодня подглядеть такую информацию. Каким вы станете, что у вас получится. Итак, у нас есть вот такая карта шикарная, как дерево жизни, родовое дерево и карта преодианцы. Это карта безусловной любви. И здесь вы встречаете какого-то человека, в которого влюблены. Создаете союз, создаете семью. Это семейное дерево. Вы уже запечатлены здесь со своим, может быть, поклонником, поклонницей. Не исключено, что у вас могут родиться уже в это время дети. Ну, вот такое семейное дерево. Ваш клан, ваше родовое гнездо вы уже построили. И дерево это уже, можно сказать, вырастили. И вы говорите себе: Боже, у меня получилось создать это, о чем я хотел. Безусловно, любовь – это еще большое ваше желание. Родовое гнездо иметь, может быть, какую-то недвижимость приобрести. Вы у себя дома, и вам нравится то место, в котором вы находитесь. И еще эти карты могут говорить, что ну вот кого-то ожидает, возможно, возврат в родные пенаты, там, где вы живете, к своим родственникам, и все это будет вам нравиться. Далее карта весы, это ваши партнеры, карта партнерских отношений, это карта взвешенного решения. Так что вы к этому давно шли, можно сказать. И это карта законных отношений. Еще карта льва вышла. Вы горды собой. Вы говорите себе, что я горда собой, либо горд. У меня получилось то, о чем я мечтал. Моя львиная натура в душе, которая у меня всегда была, она мне помогла. То есть моя корона никуда не делась. Я, конечно, лидер, но и я человек, кому нужен партнер, кому нужна семья. И я горд либо горда за себя, что мне построить удалось отношения на доверительном, скажем так, отношении друг к другу. Вы доверяете своему партнеру, он доверяет вам. И вам, конечно, нелегко пришлось решиться на все это. Это грандиозные события вас ожидают, то есть уже такой мощный результат, так что вам действительно пришлось в свое время решиться. Решиться с кем-то договориться, встретиться, узаконить отношения. Для кого-то это тоже был камень преткновения, и король кубков, и двойка мечей. Ну а здесь кто-то может возобновить свои отношения и вновь постараться жить вместе. То есть решение принимали вы и еще кто-то. Еще нужно было с кем-то договариваться. От кого-то еще зависел ваш результат, и вам это удалось сделать. И вот небеса буквально вам послали эту ситуацию, потому что карта у нас здесь Верховная Жрица говорит, что вы достойны того события, которое свершилось. Может быть, вы предчувствовали, может быть, вы что-то знали, изучали, и вы получили то, что нужно. Не исключено, что здесь кто-то может получить даже высшее образование. Еще король у вас тут мечей вышел, и занимаете какие-то позиции высокие, и здесь человек такой вышел, но буквально очень серьезный. Так что, возможно, в вашей будущей жизни вам будут еще помогать и сопутствовать вот два мужчины с какими-то важными знаниями из каких-то высокопоставленных, может быть, кругов общества, либо из каких-то государственных организаций. Не исключено, что вы займете в будущем очень высокую должность. Карта весы тоже говорит о какой-то должности, о респектабельности, о красоте и о служении закону. И король мечей тоже. Поэтому все идет по закону на прозрачных условиях. Вы здесь принимаете все дары судьбы. Вам так нужно было сделать. Вот буквально жрица — это еще как бы судьбоносная карта. Это старший аркан. И
И очень хорошо, что он здесь вышел, потому что жрица читает книгу судьбы, книгу Тору. И она вам здесь говорит о том, что вам нужно будет решиться, чтобы получить все эти блага на что-либо. Обязательно нужно будет либо с кем-то помириться, договориться, учиться и развивать, конечно, все свои навыки, которыми вы владеете. И в этом вам будут помогать ваши близкие и какие-то законодательные органы, либо обучающие учреждения. Вы занимаете здесь высокие позиции и упускаете корни в том месте, в котором вы будете находиться. Позиции у вас здесь высокие, планки вы брали в свое время высокие, и вы здесь их достигли. И вам говорит ваше будущее «Я». Делайте то, что вы умеете, развивайте все свои таланты и обязательно, конечно, с кем-то контактируйте. Вам в одиночку будет сложно. Вы такая свободолюбивая натура по нашему льву. Любите, конечно, и себя показать, и, может быть, небольшой эгоизм может присутствовать, но и благородности вам тоже будет не занимать. Поэтому делайте упор на благородство, а вот ваша корона и, может быть, ваш трон, оно само к вам придет.